Прячьте шлюх, Фил Воронин опять заехал. Подожди, меня за расизм притягивают тут сейчас. Make Brown great again. Ты девушка, я тебя зову на свидание. Это мог быть один из сценариев, где все пошло не по плану. Да? Я думаю, это будет лучший мой разговор, записанный на видео. Привет, это Юлия Майорова, я фотограф, и сегодня я снимаю Фила Воронина, стендап-комика, футболиста медиалиги, бывшего КВНщика и человека со светлым прошлым. Мы собирались посниматься пару часов в студии, но нашли общий язык и провели вместе целых 2 дня. Не волнуйтесь, для вас это все равно будет выглядеть как 20 минут. Внутри съемка, насыщенная жизнь Фила и разговоры про комедию, КВН и неожиданно уход за собой. Приятного просмотра! Кстати, это может выглядеть как харассмент сразу. С чьей стороны? Ну, моей, наверное, что же еще. Это ж я спровоцировал. Ой, да я в спортзале был, короче. Можете меня потрогать, пожалуйста? Кстати, на массаж лица можно сходить. Я очень люблю массаж лица. Я отрицал его как класс и попробовал, мне очень понравилось. Разбогател, что ли? Нет, я думал, типа, что там лицо мять его час, где тут нет пространства. И я просто не ходил из-за того, что думал, это бред, и сходил, очень понравилось. Вообще да? Супер, да. Скажи, вообще, мне кажется, вообще одни из немногих вот таких, как это, плюсов богатства, я предполагаю, я не знаю, это то, что ты можешь всяко весело ухаживать за собой. Слушай, думаю, да. Ну да, вот массаж лица, он туда входит. И как бы всякие, знаешь, эти спа-штуки, такое. Мне кажется, есть богатеи, у которых достаточно денег для этого, но они это не делают. И есть люди, у которых с деньгами проблемы, они как-то умудряются это делать. Мне понравилось, что ты на меня показал. Бедный человек, ухаживающий за собой. Бедный человек. Что последнее ты новое пробовал? Вообще в жизни. У меня в какой-то момент пришло осознание, что то, что я отрицаю, надо попробовать и потом отрицать или не отрицать. Вот у меня было, я уверен был, что никогда в жизни у меня серф не получится, вообще никогда в жизни, потому что я корявый. Я попробовал, мне понравилось. Никогда в жизни не привлекали походы в спортзал, потому что мне казалось, это максимально скучно, я лучше пойду по улице побегаю, и картинка будет меняться. Начал ходить в зал, нравится. Ну, короче, я не боюсь, типа, пробовать что-то новое. Знаешь, если что-то кому-то нравится, столько людей не может ошибаться, и поэтому ты можешь попробовать это и понять, это твое или не твое просто. Из того, что ты спрашивала еще, что начал пробовать на маникюр ходить. Да, и как тебе? Я вот сейчас понял, что давно не был. Ну вот, слушай, на самом деле это супер активити. Вот это ради этих маленьких мелочей. Ну тоже, вот эти все люди, которые борются за равноправие полов и так далее. Прихожу на маникюр, решился на это, сажусь, мне делают маникюры, я в капюшоне, в кепке, чтобы меня вдруг там не увидел никто. Потом уже сижу без капюшона, без кепки. Но ты приходишь в салон, и сзади надпись на всю стену: «Дорогой, я на маникюре». Дорогой, серьезно? что только это девушка вообще, может ходить на маникюр. Это оскорбительно, реально. Да, я сижу на фоне «Дорогой, я на маникюре». Сколько это будет продолжаться? Может, открыть чисто для мужиков маникюрный салон? А он есть. Есть, Чувак, блин. он есть. Его держат геи. Это не... Тогда для натуралов жестким. Ну вот да, от натуралов нет. Да, реально. да. И на входе в маникюрный салон для натуралов сделаем проверку на натуралов. Каким образом? Каждый приходящий натурал будет целовать письку. И мы это, если понравится, мы его не пустим. Это нарушает одновременно несколько законодательств, Согласен. Стоит ли таких жертв? Идейка прогорит. Лучше тогда бабл-ти займусь. Бабл-ти же, наверное, поздно. Поздно? Не знаю. Мне кажется, в регионах, кстати, нет бабл-ти. Хочу в регионах. В регионах ничего нет. Нет, не обманывать, не обманывать. В регионах стало гораздо лучше. А как часто ты бываешь в Белгороде? Редко. Где-то два раза в год максимум. Вот в этом году не был. В прошлом году был, по-моему, в декабре. Вот. Но без шуток. Я ездил с гастролями по городам России 10 лет назад, и сейчас со стендапом езжу спустя 10 лет. И понятно, что время, прогресс и так далее, но прям городов, в которых тяжело находиться, раньше, типа, знаешь, было из 5, там, 3 норм, 2 такие себе.
А сейчас из 10 8 вообще полностью ок. Я еще очень часто приезжаю в город и пробежку совершаю утром по городу. Километров 10 бегу, просто смотрю. И в большинстве городов приятно находиться. В большинстве городов есть все, что есть в Москве. Раньше ты приезжаешь и темы какие-то срезаешь, потому что будут непонятны в регионах. Сейчас все темы понятны, потому что интернет великий уравнитель, мне кажется, вообще. Даже если ты живешь где-то очень-очень далеко, ты обо всем в курсе, что происходит, кто что ест, кто что пьет, кто что носит. И очень много вещей, которые и бизнесов, которые в Москве есть, они есть и в регионах. Да, раньше, знаешь, баню я люблю. Раньше бани все были шлюшьей направленности, давай так скажем. Знаешь, с кожаными диванами, вот это бильярды, где не парятся, а водку пьют и женщин вызывают. А вот эти все бани, которые в Москве, типа там Воронцовский, Сандуны, Жар-Птицы, только в Москве, мне казались, есть. Сейчас приезжаешь в Саратове, такая баня есть, приезжаешь в Уфе, такая баня есть, приезжаешь в Казань, такая баня. Ну, короче, это такие, понятно, регионы, но города большие. Не знаю, я позитив вижу некий. Ты очень спа-направлен. Не знаю, осознаешь ли ты это? На каждые 10 минут возникает спа-тема. Ну да, чего стесняться. Есть ли вероятность, что они знают, что ты приедешь и говорят, прячьте шлюх, Фил Воронин опять заехал в Саратов? Убирайте бильярд. Да не, я просто представляю иногда, знаешь, жил бы я в Белгороде такой, какой бы бизнес я хотел открыть такой, ну, или в любом другом городе, да. Стендап-клуб открыл бы, но некому выступать. Как правило, в регионах мало людей, кто этим занимается. Открыл бы баню все любят, баню бы открыл. Вот. Баню реально все любят. Да. Ну реально, и девчонки, и парни, и мужики, и бабушки, и дети ходят. Ну, реально, баня – новый секс. Что, со старым сексом? Детям нельзя. Окей. Я к этому не вел, но так получилось. Я собирал в детстве монеты и покупал у мужика, который кинотеатр, вот так раскладывал их на Боже, это очень мило. скамейке, я собирал монеты. Это очень мило. А во сколько лет ты перестал это делать? Ну, где-то, наверное, класс 9. Вот. О, Господи, так долго! Ну, я просто, короче, смотри, суть любого коллекционирования. Почему я считаю, что коллекционирование чуть-чуть бесполезно? Потому что нет финала у этого. Вот, ну, нет финала, я собираю монеты, все. А я придумал, что я хотел собрать монеты всех стран мира, вот, и в этом была цель. А потом понял, что это невозможно, и забил. Но у меня где-то много лежит. И древние монеты я у бабушки находил. У нее дорога где не было, и когда дождь вымывал, находил гвозди вот такие монастырские, огромные, находил монеты екатерининские, там, 1900, ой, 900, екатерининские, 1500 какого-то. Да, 1500, 1600, 1700 года. Все наговорил, вставьте правильный вариант. Я знаю, когда Екатерина правила, но там были и древние монеты. Вот, класс, ты. А можем больше облокотиться на стол? Да. Знаешь, есть какое наблюдение? Что в моменты, когда я в чем-то разочаровываюсь, ну, в чем-то конкретно одном. Например, зря мы снимаем передачу «Мне смешно». Через секунду, а то и через, там, ну, утрирую через секунду, но очень быстро ко мне кто-то подходит и говорит, блин, мне смешно, смотрю, это супер передача. Как будто вот раза 4 так было. Мне кажется, это тонкие материи какие-то, знаешь. А сделай вот так ногу. Класс. А будет когда-то расследование проведено, почему людей перестало устраивать слово «коричневый», про цвет коричневый, когда глаза – это карий, когда волосы – это каштановый. Ну, не, реально, и почему все не может быть коричневым? У тебя коричневые глаза. Мне коричневые глаза, серьезно, ну ты попался на и волосы, самый и волосы коричневые у тебя. Волосы скорее коричневые, да, окей. Ну, наверное, в комментариях напишут, каштановый – это не коричневый. Если вам приходит в голову что-то, что все еще называют коричневым, напишите в комментариях это. Make brown great again. It's beautiful. Самое интересное, что, мне кажется, я за взрослую мою жизнь выучила о людях, это то, что в целом людям нравится помогать. Мне казалось всегда, что это как бы что-то, что... Напряг. Да, что ты прям очень всех сейчас бесишь, типа, что там что-то просишь. Но чаще всего, когда человек действительно может тебе помочь, ему приятно тебе помочь. Вопрос, который я задаю. Ты мне просишь что-то помочь. Я такой, могу я это сделать? Могу.
Мне станет от этого лучше? Не факт. Тебе станет от этого лучше? Да, станет. Почему не сделать это все? Поставим в интро, смонтируем, что я спрашиваю, а почему ты к нам пришел? Мне будет от этого лучше? Не факт. Тебе может? Может. Недавно, впервые лет за 6, играл в КВН. И вот мы нашли наши костюмы. Тимур свой, прям в котором играл, и я аналог нашел. И мы вышли выступать. И это самое тяжелое вообще, что может быть. Вот из всего, что я делаю, это реально самое тяжелое. Я не знаю, как там насмешить людей. Вот вообще не знаю. И этот костюм, знаешь, есть супергеройский костюм, который ты надел, и чувствуешь себя вот таким всемогущим. А я надел КВНовский костюм. У меня ощущение, что я стал ребенком 5-летним, который не может ничего. Вот такое ощущение было. Это очень странные чувства были. Так странно, что... При том, что стендап, мне кажется, сам по себе очень травматичная вещь. Как скейтбординг, типа, знаешь? Мне кажется, стендап вообще, вот, ну, у меня нет боязни со стендапом выступить нигде. Вот реально нигде. Вот я сейчас, мне ЦСКА предлагали выступить перед матчем ЦСКА Локомотив со стендапом. Там, типа, мини-сцена, и люди ходят, там что-то хот-доги едят, кто-то атрибутику покупает. И вот я с микрофоном вышел и 15 минут делал. Офигеть. Стендап. Ну, честно, у тебя есть какая-то вещь, даже со съемкой. Вот с этой, потому что мы в последний момент все решали, и ты такой, да ладно, что волноваться, все нормально будет. Весь план, который ты предложил, если что, как выглядит план, который нам предложил Фил, что мы типа поснимаемся, потом, значит, погуляем, потом мы пойдем на футбольчик, потом пойдем на концерт его, и это выглядит так, что как бы футбольчик начинается в 7:30, концерт в 9:30, между этим мы там где-то гуляем, то есть это либо вообще какая-то другая вселенная, либо нужно реально не нервничать перед выступлением, походу, вообще ничем, чтобы себе такое позволять. Перед стендапом уже гораздо меньше нервничаешь. Ну, просто ты понимаешь, что даже если все будет дерьмово и все пойдет вообще не так, у тебя есть шанс это исправить. А вот перед КВНом я так нервничал, и все пошло не так, и шанса исправить нет. А что пошло не так в КВНе? В КВНе? Да просто мы это не делали. Ну, у нас там еще была шутка. Это была разовая акция, нам предложили собраться как легенды белгородского КВН, и там другие поколения. Вот. И у нас там была шутка, что 8 лет, ой, там или 6 или 8 лет, не помню, не играли, но не переживайте, типа, играть в КВН, как кататься на велосипеде. И Тимур говорит, было круто лет 120 назад. Я говорю, не, я имею в виду, что если, типа, невозможно разучиться, вот, что, типа, невозможно разучиться. И Тимур говорит, да, но это если ты до этого умел, а это не наш случай. Мне кажется, мы в целом... Это тоже классная шутка. Да, Или не реагировали на это? Нет, там любые полутона вообще не заходили. Вот ни один полутон не зашел. Ты знаешь, меня так обманули. Я не понимал вот эту штучку. Типа, что вот это значит такое? Где тут сердце, я не понимал. Ну, и мне сказали, что это анатомическое сердце. И этот шортс выложили, я где-то это сказал на шоу, это шортс выложили, он набрал там под 5-6 миллионов, и все пишут, что меня надурили. Но действительно ж похоже. Это правда похоже на анатомическое сердце? Я поверила сразу же. Блин. Ну, короче, может быть, это знаешь как? Это для тех, кто смотрит чуть глубже. Да. Поверхностное сердце, вот оно. На настоящее сердце, вот оно. Смешно. Выпил? Короче, лучшее сочетание в мире – это пицца Маргарита и апельсиновый фреш. Вот просто это звучит очень... идите и запивайте. Это первое место сочетания продуктов. Второе место – арбуз и батон. Ешь арбуз и закусываешь батоном. И третье место надо вспомнить. Прикол хочу сказать. У нас вратарь едет из Нижнего Новгорода. Он выехал в 16:06. Ты говоришь, что это? Он выехал из Нижнего Новгорода в 16:06. И сейчас ему показывает прибытие в 19:50. Вау. Я не знаю, как он едет. Самое дурацкое, что без вратаря вам будет сложнее всего. Это будет очень короткий матч. Ну там, кстати, такой вратарь, что... Возможно, нет. Это может довольно быстро закончиться все, ты понимаешь, для вас с открытыми воротами. А как ты начал играть в футбол? Да не, я просто в детстве еще помню, вот у бабушки на дороге, где вымывали монеты, просто ставили кирпичи и в футбол играли. Просто вот так. Потом в школе, потом в универе. Ну, короче, все время это было... Я никогда не занимался, потому что мне говорили, что у меня бронхиальная астма, и мне нельзя спортом заниматься. Вот. Но мне всегда футбол удовольствие приносил. Вот я... Знаешь, ты же
мало вещей в жизни, которые тебе в 99% случаев поднимают настроение. Вот у меня футбол в том числе. И играл. Потом в Москву приехал, тут просто играли. Ну, это вообще просто не играли, мяч пинали. И в какой-то момент мы работали в Comedy Club Production, и нам предложили: не хотите сыграть матч с Амкалом? Амкал — это, типа, медийная команда, первая и единственная в то время была. Собрать состав там из медийных, из комиков, из юмористов. Мы собрали, сыграли 11 на 11, увидели, как это прикольно изнутри. И вот я захотел тогда это все. Прикольно. Интересное замечание про 99% шанс типа получения положительной эмоции. Правда, не очень много вещей. Я все еще не придумала. Но я подумала про гуляние пешком как раз. Секс. Что? Мне даже в голову не пришло. Но это лотерея. Да, лотерея. А как это в таком случае? Вот он приезжает позже. Начинается позже матч? Или... Это вообще пока я не понимаю, что происходит. Я даже сейчас не понимаю, пройдем ли мы. Так что... Окей. Диля? О, брат. Hello. Как дела? Вы как сыграли? Выиграли? Красавцы. Давай по старинке переоденемся на скамейке, как в школе. А можно я вот с краюшку перейду? Здравствуйте. Да. А ты какой в костюме? Съемка у меня сегодня. Для кого? Юлечка. Поцелую. Подарил скейт. А, реально? Так настолько? Ты хочешь, чтобы записывали, пока ты играешь? Смотрел фильм про Джордана «Last Dance». Мне так понравилось, что когда он пришел в Чикаго, еще молодым, там показывают кадры из раздевалки, он так аккуратно все вещи складывает. Чужой бьет! Просто думал красиво, стильно, сексуально, а весь день слышу: ну жених. Офигенно, чувак! Очень классный концерт. Спасибо большое. Очень, правда, очень смешно. А вы не потеряли китайчик мой? Это не важно, это просто эмоция радости. Я рад. Короче, Я за вами следил. серьезно? Да, я следил за вами. Очень классно, реально. Столько всего смешного. Я так рада, что я не слишком много посмотрела тебя, что у меня было столько нового. Не, все новое, то, что ты могла Но все равно, посмотреть что и я не могла бы, рассказывать. типа, знаешь как, я могла бы догадываться. Да, так я не знала, очень приятно смотрится. Давай, чтобы мы тебя не мучили, хочешь, пожмем руки, разойдемся? Не, Вот. давайте еще посидим. Да, хочешь помучиться? Конечно, помучимся еще. И еще... А сколько у тебя хрон был, вот, по цифрам? Ну, 1:05 я на нем выступал. Ну, это дофига. Слушай, в целом, если весь материал подсбить, просто он мне в разное время надоедает. Типа, если весь материал не снят и подсбить, у меня, мне кажется, 2.5 часа будет. Офигеть. Просто надо снять. Как у тебя реально нет спешала? В смысле, очень классный материал на спешл. Я в этом зале рекламу снимал. Типа, я сам на сцене выступаю и в зале же сижу. Такая идея была. Рассказываю всем секрет, кто гуляет по Петровке. Если вам нужно в сторону Цветного, вот идите на этот переулок, вы
год жизни сэкономите. Отвечаю, я вчера другу показал, он просто охерел. Он всегда ходил вот так, а тут отрезается такой огромный кусок торта, что можно от глютеновой комы умереть. Топ. О том, что мы говорили в студии, и о том, что ты помог нам, и пришел к нам, и хотя непонятно, получишь ли ты от этого что-то, а мы, возможно, что-то получим. Все, Спасибо тебе Очень за рад это. был провести с вами этот вечер. Я тоже. Этот день, и вообще все классно. Да. Подписывайтесь на мои соцсети, там будут крутые фотокарточки. Нет уж, подписывайтесь на наш канал, забейте на Фила. Да, Всё. да, реально. Мы тут все Подписывайтесь покажем и так. на канал. Я думаю, это будет лучший мой разговор, записан на видео. Я тоже надеюсь. Ходить на выступление. Да, вот здесь. Табак, напитки. Табак, напитки, электронки еще. Фил везде выступает, Да. когда позовут.